Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу стильную мини-сумочку из джутового каната и шпагата с помощью крючка. Инструмент у меня 5 миллиметров. Джутовый шпагат фирмы Халва от пряжа Центр, толщина S. Это нить 1,5 миллиметра, 200 метров в намотке. Обращаю ваше внимание, что вязать я буду в 2 нити, значит один клубок это 100 погонных метров. Также приготовила канат, толщина каната 8 миллиметров, в намотке 10 метров. Но точный расход на изделие и габариты готового изделия я оставляю в описании под этим роликом. Там же оставлю ссылку на продавца-производителя необходимых инструментов и материалов и свой промокод на скидку. Я приготовила ручки круглые 15 сантиметров, но хочется сказать, что данная модель смотрится прекрасно с любой формой ручек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходим к работе. Вяжу от одного мотка, поэтому беру нить из центра и с края намотки. Далее набрасываю нить на крючок, край отрез перед работой, подхватываю общую длину нити и создаю первую петлю. Далее мне нужна цепочка из 10 воздушных петель. Я уже приготовила ровный отрез каната, прикладываю к своей косичке из воздушных петель и петлей подъема закрепляю канат. Вот, готово. Далее буду вставлять крючок в заднюю перемычку по косе из воздушных петель. И подхватывать рабочую нить, выводить, провязывать столбики без накида. Канат оказывается внутри. Далее то же самое. Шаг за шагом. Напоминаю, у меня 10 точек для провязывания. Еще раз внимательно. Первая подъемная, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10 и 11 вместе с подъемной точки. Так вот, сейчас в 10-ю точку я провязываю 2 столбика. Первый и в эту же точку второй. Далее последняя точка. Здесь за счет узелка уплотнения я этот узелок распускаю. И подтягиваю. Далее в эту точку для провязывания, она последняя и поворотная, мне нужно провязать 5 столбиков вокруг каната. Первый, второй, третий. Здесь жестко складываю канат пополам. Четвертый и последний 5-й столбик, последнюю точку. Готово. Далее та точка, в которую я по той стороне провязала 2 столбика. В нее точно так же провязываю 2 столбика и по этой стороне. Далее продолжаю. 1 точка, 1 столбик. Здесь получается, что крючок я вставляю за обе дужки кромочной косы. Кстати, край начала пошел тоже ввязываться в полотно. Продолжаю до следующего поворота.
Здесь мне аналогично нужно осуществить поворот каната. Здесь в этой точке было 5 столбиков, в этой по 2 с одной и с другой стороны. Просчитываю точки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас будет 10-я точка за обе дужки кромочной косы. В нее мне нужно провязать 1, далее в нее же 2, 3, 4. Здесь уже идет нахлест. Подхватываю петлю подъема. Первый столбик в петлю, далее 2, и здесь канат начинает заходить на предыдущий ряд. То есть в эту кромочную косу тоже для симметрии я провязываю 1 и в нее же 2 столбик. Готово. Вот такой аккуратный поворот у меня получился. Сейчас я буду навязывать овал по следующей схеме. Маркирую 2 верхние точки. С одной стороны вершина поворота и с другой стороны вершина поворота. От этих точек будут расходиться добавления. В каждом следующем ряду будет по 10 добавлений. 5 на одном и 5 на другом повороте. Вот сейчас я вяжу до следующего поворота, не довязывая буквально 2 петли. Далее получается 5 добавлений в 5 петель. 1 маркированная по центру, 2 до маркера и 2 после маркера. То есть все 5 последующих петель. Вынимаю маркер, провязываю по 2 столбика в одну точку. Первый в эту же точку, 2 столбик. Это первое добавление. Далее еще одно, 2 столбика из одной точки. Кромочная коса должна смотреть вверх. Не затягивайте петли, чтобы полотно не сворачивалось ни в одну, ни в другую сторону. 3 добавление. 1, 2 петля. Получается, их очень хорошо видно. Это галочки. 1, 2, 3 добавление. 4, 2 столбика в одну точку. И последняя 5. На следующий ряд, чтобы не проскочить добавление, я просто маркирую первый столбик первого добавления. Продолжаю вязать ровно, не довязывая 2 петли до маркированной точки. И снова 2 петли до и 2 после вместе с центральной, 5 петель. Вяжу по 2 столбика в одну точку. Второй симметричный поворот. Первое добавление. 2. 3 приходится на вершину. 4. И последняя 5. Провязываю 1 и 2 столбик в последнюю точку. Готово. 1, 2, 3, 4, 5. Также маркирую
первый столбик первого добавления по ходу вязания, чтобы не проскочить поворот. Вяжу прямо до маркера. Следующая маркированная точка. Вынимаю маркер и обращаю ваше внимание, по 5 добавлений на каждом повороте будет сохраняться из ряда в ряд. Но для того, чтобы не запутаться, я буду делать добавки над добавками прошлого ряда. То есть провязывать по 2 столбика между двойными столбиками прошлого ряда. За счет того, что внутри канат, овал не приобретет угловатости. Следующая точка. Провязываю 2 столбика в эту точку. Добавка над добавкой. Следующий столбик 1 в одну точку. Следующая снова добавка над добавкой. Таким образом по полотну будут проглядываться добавления. Они пройдут 5 лучами с одной и с другой стороны. На моем канале есть видео, более подробно провязываю овал и озвучиваю различные мелочи. Для вас оставляю ссылку на него. Таким образом я навязываю необходимый размер заготовки. Ряд за рядом. Важно не тянуть канат из полотна и следить, чтобы не было критической деформации. Какие-то мелочи и неровности будет легко исправить с помощью отпаривания. Первая, вторая, третья добавления провязаны. Далее завершаю поворот еще 2 добавлениями в намеченные точки. Я навязала необходимую рядность. Важно, чтобы количество рядов от центральной точки в любую сторону было одинаковым. Итак, вот он сгиб центральный. По эту сторону 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. По противоположную то же самое, 9 рядов. Здесь у меня ряд должен завершиться. Сгиб со стороны поворота 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 заканчивается. С этой стороны то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь сейчас до последнего добавления мне нужно срезать канат. Он скручен из 3 нитей ступенями. Первая ступень, далее на 1–1,5 см следующая ступень и еще на 1–1,5 см следующая ступень. Продолжаю ввязывать срез каната плотно и очень аккуратно. Слежу, чтобы толщина каната не вышла на новый ряд. То есть вот примерно заканчивается канат в районе последнего добавления на повороте. Так как канат кончается раньше добавления, я добавление провяжу вот в этой точке, где еще вся толщина каната ввязывается. Далее, плотно подхватывая, провязываю последние столбики. Прижимаю. Здесь, если что-то не войдет в ввязывание, можно будет аккуратно подрезать. На этом этапе у меня 9-рядная деталь. Размер по длинному краю 34 сантиметра, по короткому 26 сантиметров. Я маркировала вершины с одной стороны, точку, которую определила как наиболее центральную, и с другой стороны. Можно проверить себя дополнительно. Между маркированными точками должно быть одинаковое количество петель. Сейчас деталь можно хорошенько отутюжить с обеих сторон и отложить в стороны.
так как следующие элементы я буду пришивать сразу при обвязке. Это боковые детали, которые сейчас необходимо изготовить, и ввязывать ручки. Боковую деталь изготавливаю с помощью джутовой нити в 2 сложения, без использования каната. Создаю первую петлю. Необходима цепочка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Джут достаточно тяжело вязать, так как он совершенно не тянется, поэтому вяжите достаточно свободно. Здесь мне необходимо провязать от 6 воздушных петель, пропуская первую, она уходит на подъема, овал узором галочка в раскол. В заднюю перемычку я провязываю столбики без накида. Оставляю для вас ссылку на более подробное видео по вязанию овала. В том видео я вяжу из шнура, поэтому там лучше видно. Если вы новичок или не можете разобраться по этому примеру, советую перейти. Ссылку оставлю также для вас в описании. Провязываю до конца ряда. Получилось 1, 2, 3, 4. И в 5-ю точку 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Они обеспечивают поворот. В противоположные точки точно так же провязываю столбики без накида. Таким образом у меня получается овал. По той стороне получается крючок вставляю за обе дужки кромочной косы. После поворота, где провязано 3 столбика в одну точку, у меня 1, 2, 3 столбика. Последний 4. И точно так же вершину в поворот или петлю подъема прошлого ряда я провязываю 3 столбика в одну точку. Первый, второй и третий. Вытягиваю нить, вставляю в текущую кромочную косу. Увожу петлю туда. Теперь нахожу первый столбик следующего ряда, вставляю в раскол в центр галочки и с лица, и с изнанки. Подхватываю уведенную петлю и с помощью рабочей нити вывожу первый столбик следующего ряда. Готово. Второй ряд провязываю в раскол до поворота. На каждом повороте буду делать по 3 добавления. Так как в прошлом ряду на поворотах провязано по 3 столбика в одну точку, в каждый из этих 3 столбиков я провязываю еще по 2 столбика. Тем самым из 3 получаю 6. Так на каждом повороте. Далее соединение ряда мне нужно провязать деталь из 3 рядов. Соединяю ряды по аналогии во втором ряду. Увожу петлю в первую кромочную косу ряда. Далее вставляю крючок в раскол в первый столбик прошлого ряда. Подхватываю петлю. С помощью рабочей нити формирую первый столбик следующего ряда. Третий – это последний ряд моей заготовки. Напоминаю, на каждом повороте провязываю 3 добавления. В этом ряду 2 петли в одну точку будут через одну одиночную. Итак, первое добавление, 1, вторая сюда же. Далее одиночная петля, то есть 1 столбик в одну точку для провязывания.
Потом снова добавление 2 столбика в одну точку. Снова одиночная петля и добавление. Далее вяжу до следующего поворота, где по аналогии делаю 3 добавления через одну одиночную петлю. В конце ряда отрезаю нить с небольшим запасом. Вытягиваю и делаю соединение рядов, вставляя крючок в первую кромочную косу ряда, увожу нить на изнанку и возвращаю в исходную точку, где можно спрятать ее по изнанке. Таких деталей мне нужно 2. Вяжу вторую и хорошенько их отпариваю. У моих деталей 26 петель в круг. Размеры заготовок 9 на 5 сантиметров. Основная деталь, они вошьются в центральную часть, здесь и, соответственно, здесь. Мне необходимо наметить по краю окончания работы, куда станет моя первая прямоугольная деталь. Здесь немножко ниже, чем хотелось бы, но ничего страшного, когда я окончу обвязку, здесь будут проложены завершающие стежки. Таким образом я намечаю нижнюю точку моей заготовки, и она должна совпасть с центральной точкой от маркера до маркера по этой стороне. Нижняя часть у меня закреплена, петля к петле, и мне становится видно, в какую точку я должна вставить крючок. Следующая точка по основному полотну, подкладываю маленькую деталь под низ и вставляю в соответствующую точку по той детали, которую необходимо вшить. И соединительная. Далее одна точка, один стежок. Так мне нужно пройти до маркированной точки. Сейчас можно уже удалить маркер для удобства. Складываю деталь пополам. Не теряю натяжение нити. Сейчас сумочка начнет приобретать необходимую форму. Здесь подхватываю последнюю точку по детали. Этого достаточно. По этой стороне я еще подхвачу точки для того, чтобы все было равномерно. Далее продолжаю обвязывать только край основной детали до того маркера, который я установила для пришивания ручки, буквально не довязывая пару петель. Здесь от центра у меня 2 петли вправо и 2 петли влево будут задействованы, то есть ручка будет держаться на 5 петлях. Удаляю маркер, прикладываю ручку. У меня круглой формы, здесь может быть любая форма, прекрасно будет смотреться. Следующую соединительную я обхватываю нитью ручку и протягиваю. Далее следующая точка по полотну, первая из 5. Подхватываю рабочую нить и протягиваю соединительную. Снова вокруг ручки соединительная и в следующую точку соединительная, вокруг ручки в следующую точку для пришивания. Здесь уже 3 точки задействовано. У меня остается еще 2 вокруг ручки
соединительное в полотно сумки. И последнее вокруг ручки и в полотно сумки. Готово. Вот так аккуратно и необычно пришита моя ручка. Продолжаю вязать соединительные до того момента, где по противоположной стороне у меня будет пришиваться овальная деталь. Здесь в конце ряда обвязки при подхвате последней петли я подхватываю и петлю боковины, для того чтобы сделать вшивание этой детали равномерно. Далее отрезаю с небольшим запасом и делаю незаметное соединение по обвязке. Через одну петлю в обвязочный шов увожу нить и возвращаю ее в исходную петлю на изнанку, где прячу кончики. Стильный летний аксессуар из натурального материала готов. Очень компактная, но при этом вместительная. Ключи, кошелек, мобильный телефон и все необходимые мелочи сюда поместятся. Прекрасно будет смотреться с плечевым ремнем. И, конечно же, в сумочке из джута я советую вшивать подкладку из натурального материала. С дополнительным карманом будет наиболее функционально. На изготовление одного изделия у меня пошло 5 метров каната и неполный моток шпагата. Изделие получилось 26 сантиметров по донышку, 18 сантиметров глубина, 6 сантиметров по толщине. Я изготовила 2 изделия с разной формой ручек. Прекрасно смотрится и дополнит любой летний образ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!